Теперь мы с вами можем провести свой день, находясь в коробке 3 на 3 метра. Зачем тратить огромное количество часов на изучение окружающего нас мира, когда ты можешь провести бесчисленное количество дней в подвале, соскребая пыль со стен и поедать свои же какашки для того, чтобы выжить. Ну и все это теперь нам с вами доступно в компактной клаустрофобии. Ну а если вы уже захотели поиграть в данную сборку, то ссылку на нее вы сможете найти у меня в телеграм-канале по ссылке в описании, либо же по всплывшей подсказке справа в углу. И вот с самого начала мы с вами оказываемся совсем далеко не в комнате 3 на 3. А это получается, что мы с вами оказались немного в ловушке. И вот теперь-то как раз таки настало то время, когда нужно задуматься о смысле жизни. Ведь клаустрофобия подразумевает собой страх не иметь выхода и быть закрытым в маленьком пространстве. Но я как человек, прошедший не одну сборку в Майнкрафте, понимаю, что выход есть везде. Но и смею предположить, что результатом прохождения данной сборки является выход в обычный мир. Ну и уже понимаю, что у нас с вами есть выход, это получается никакая не клаустрофобия. Теперь-то вот и добро пожаловать в мой подвал. Ну и вот пока я здесь нахожусь, мне необходимо будет находить самые странные пути выживания. К примеру, выскребать грязь из трещин этих стен, компрессировать ее и получить уже полноценный кусок земли. А из-за того, что земля это плодородный слой нашего пола, значит, когда мы с вами в ней пороемся, сможем найти много всего интересного. В моем же случае получилось найти несколько деревянных саплингов, а также еще парочку семян. Ну и все же в первую очередь, наверное, необходимо будет высадить деревья. Но для того, чтобы ускорить их рост, посему, видимо, просто необходимо их затапливать еще глубже в землю, но они будут еще сопротивляться и сопротивляться, благодаря чему вырастут. А кто это нафунякал? Какашка. Ты еще не ел этого? Каково это на вкус? Ешь какашки, чтобы не умереть. Ну ладно, тогда съедим. Из-за особенностей нашей компактной машины, которая 3 на 3 метра, сбор урожая дает всего лишь одно бревно, чего вполне достаточно для того, чтобы сделать крафтовый стол, а это как бы самый необходимый блок, который нам с вами точно пригодится на любом этапе нашего развития. По крайней мере, сейчас мы с вами можем сделать себе деревянные инструменты, при помощи которых я могу колотить эти стены, не причиняя себе никаких телесных повреждений. Самое главное, необходимо помнить, что попытка уничтожить что-то неразрушимое может привести только к разрушению. Ну а теперь, я полагаю, мы с вами можем сделать каменную кирку. И, честно говоря, сейчас мне это все чем-то напоминает какой-то автокликер. Я добываю ради того, чтобы проапгрейдиться, и снова добываю. И все вот так вот по кругу. К примеру, сейчас я уже научился добывать свинец, медь, никель, олово, а также железо. И вообще, каким образом все это я нахожу в этой стене? И скорее всего, из всех этих металлов я уже смогу собрать в будущем некоторые механизмы. Из всего этого извлекаем полезный урок. Если мы когда-нибудь по какой-нибудь причине застрянем в подвале, то нужно будет пару раз ударить по стене, чтобы получить все необходимые ресурсы для выживания. Как оказалось, использование кирок из различных материалов нам с вами будет приносить различные материалы, как бы это ни было странно. К примеру, как мы уже с вами узнали, деревянная кирка нам с вами будет давать только исключительно камень, а при помощи каменной кирки я получил свои первые металлы. Такое разнообразие материалов в принципе дает и свое преимущество. К примеру, киркой из константа я смогу наколупать из стены исключительно только железную пыль, что в принципе вроде как звучит невероятно круто. Поэтому из недавно добытого булыжника я решил соорудить себе первую плавильню, которой при помощи всех своих деревянных пожитков я решил переплавить все свое железо, ну и соответственно из которого в дальнейшем была собрана железная кирка. А расколупав еще пару дырочек в стене, я обнаружил, что эта самая железная кирка мне начала приносить уран. Что, блин, в этих стенах делает такое большое количество урана? Вы вообще знаете, что такое уран? И каким образом я еще здесь живой остался, я вообще не понимаю. Как оказалось, из-за урановой пыли необходимо было собрать целый блок, хотя бы в награду за который мне дали небольшой кусочек химзащиты. Помимо этого я еще собрал генератор распада, который производил энергию за счет тепла, которая выделялась при распаде того самого блока урана. Ну и получается, что теперь мы с вами можем сделать и использовать автокликер. При помощи этой энергии я также мог запитать свою первую машину. Это был маленький компрессор, который необходимо было собрать из нескольких блоков. И относительно моего подвала он занял 50% всей площади, что явно заняло больше места от моего свободного пространства. Для создания этого механизма потребовалось огромное количество глины, которую можно получить, разбив булыжник в пыль и смешав ее с водой в деревянной бочке. Но вы, наверное, уже задались вопросом, откуда у меня взялась вода. Для этого я сделал деревянный тигель. Добавив в него немного семян пшеницы, в нем начала образовываться вода, которая в дальнейшем сыграет достаточно важную роль. И вообще, вода — это жизнь. Любой такой другой большой механизм себе будет использовать кейзинг, который в свою очередь будет делаться из слитков модулария, а это сплав из железа, урана и редстоуна. А вообще весь геймплей вначале здесь заключается в том, что ты просто стоишь АФК и ждешь,
пока у тебя вырастут кусты для того, чтобы запитать печку, либо же стоишь и долбишь стенку в надежде, пока тебе выпадут нужные ресурсы. Поэтому я бы тебе посоветовал подписаться на мой канал, так как именно здесь выходит исключительно качественный контент. При помощи этой большой махины и слитков модулария я сделал компактные стены. И вот теперь я уже могу собрать еще одну крошечную компактную машину, которая обеспечит еще одним подвалом 3 на 3 метра. И раскрою вам совсем небольшой секрет, что в одной такой компактной машине мы с вами можем размещать еще компактные машины, благодаря чему, то есть у нас с вами будет вот такое вот бесконечное пространство. Ну а следующие несколько моих часов ушли на фарм всех нужных ресурсов, для того, чтобы собрать еще больше стен, а из них еще собрать больше коробок. И все это только ради того, чтобы освободить побольше места и создать еще, получается, больше пространства для того, чтобы я в нем мог работать. Во-первых, была создана комната, в которой работает только ферма. Компрессор был перенесен в отдельную комнату, также где, в принципе, должен быть работать автокликер. Ну и, конечно же, создана рабочая атмосфера вместе с хранилищами. Единственное, чего не хватало в моем подвале, это нормального туалета. Поэтому я решил воспользоваться этой деревянной бочкой и, в принципе, спустил туда все свои какахи. Вот теперь-то куда лучше это стало быть. Каким-то случайным образом у меня в нее упал планшет. Да-да. И он немного вышел из строя. За ним же упала крошечная компактная машина. Но при помощи двух этих штуковин я смог попасть в какой-то новый мир. Так вот, вооружившись мечом, я начал проходить этот крутой паркур в надежде на то, что я не упаду. Попав в эту башню, я встретил здесь скелета. Но что это было и зачем это нужно было, я так и не понял. Через какое-то время я осознал, что на самом деле вместо дерева мне необходимо сейчас выращивать индустриальную коноплю. Ведь именно при помощи ее волокон я смогу создать нитки, из которых у меня появилась возможность создать даже всемирную паутину. Но об этом чуть попозже, так как всего лишь сейчас нам с вами необходимо создать обычную сетку, которая мне пригодится для банального сита, чтобы я смог просеять достаточно огромное количество земли. При помощи такого действия я смог получить достаточно огромное количество различных семян. Но самое главное, что у меня появились семена сахарного тростника. Также благодаря тому, что теперь я могу выращивать обычную морковку, поэтому трапезничать сейчас я буду золотой морковью, которая дает достаточно огромное количество сытости. Какие-то безумные голоса в голове подсказали мне сделать лесопилку. Ну и как оказалось, сделал я ее не случайно, так как из ранее полученного тростника в ней я мог получить измельченную биомассу. Объединив данную биомассу с опилками, получается измельченная биосмесь. Такая биосмесь мне нужна для того, чтобы я смог дюпать какашки, то есть мне необходимо просто было выкинуть данную биосмесь в эту самую жижу, благодаря чему на выходе я получал еще целую кучу какашек. Но если вы еще не поняли, зачем это мне все понадобилось, то смотрите дальше. Так вот, для дальнейшего развития мне необходимо было получить сталь. В реальной жизни сталь получается путем смешивания металлома, там типа железа, с углеродом. А вот в наших клаустрофобических реалиях у нас как бы до сих пор нет никакого угля, что в принципе вообще не есть хорошо. Поэтому на первых этапах я буду действовать немного нетрадиционно. Начнем, пожалуй, с того, что для создания динамита нам с вами потребуется, некоторое количество пороха. Как минимум крипера мы с вами не убьем, поэтому придется добывать все по очереди и самостоятельно. Для получения серы необходимо будет просеять огромное количество пыли, так как шанс выпадения такой штуковины равен примерно 7%. Дальше дела обстоят немного куда попроще. Для начала необходимо будет получить нечистоты, в которую необходимо будет выкинуть опять же ту самую пыль. Таким образом мы с вами получим селитру. Теперь же все это остается объединить вместе для того, чтобы получить уже тот самый порох. Такой способ, конечно, не супер-пупер, но 70% шансом можем заиметь 6 стали с одного блока. Мне же круто повезло, и из всех 5 блоков я получил по 6 стали. Это, конечно, капец как все круто, но мы с вами буквально только что получили сталь из говна. Мне кто-нибудь объяснит, почему здесь 90% крафтов завязано на этих сточных водах, либо же самих какашках. Теперь же при добавлении бумаги в эту странную жидкость мы с вами получаем кусок искусственной кожи, соответственно в дальнейшем из которой мы с вами можем получить полноценную кожу. Ну и все эти приколюхи мне были необходимы для создания нового большого металлического дяди. А запитывать всю эту махину я начал при помощи термоэлектрического генератора. С одной стороны стоял урановый блок, а с другой стороны была разлита вода, благодаря чему вырабатывалась энергия, которая запитывала в принципе этот металлический пресс. Ну и как вы понимаете, для полноценной работы этого пресса мне необходимо было еще иметь металлическую пресс-форму. Для этого я сделал кирку из стали и опять начал ковырять стенку. Из всего этого радиоактивного мусора мне необходимо было получить только лазурит, ведь именно таким образом создавался чертеж, в дальнейшем при помощи которой я смог собрать различные пресс-формы. Теперь же оставалось собрать еще больше крошечных коробок, раздавить их на металлическом прессе, и вот только теперь у меня появилась возможность собирать уже более крупные коробки. Ну и такая коробка уже была практически в 4,5 раза больше моей предыдущей. Поэтому в первую очередь было решено, что я перееду в эту комнату, и в принципе вот таким образом я здесь и обосновался. Расширение территории требовало все больше ресурсов, поэтому возникла необходимость в автоматизации. Для начала нужно было решить проблему с деревом, ведь
при помощи него решались многие проблемы. По итогу, используя автономный активатор и механизм, который затягивал в себя предметы, была сконструирована практически автономная ферма палок, но она все еще была не столь эффективной, как мне хотелось бы. Также для меня стало новым открытием, что блок урана со временем распадается до тория-230, из-за чего в принципе-то и генерируется меньше энергии. Точнее, совсем не генерируется. Поэтому необходимо было найти новый источник для генерации энергии. Ну либо же проще, уран можно было заменить всего лишь блоком лавы. Поэтому, не тратя минуты на раздумья, я собрал соковыжималку. Стальные палки необходимо было раскалить для того, чтобы получить блейзовые стержни. Ведь в дальнейшем, выжимая все соки из огненного порошка, можно было получить то самое заветное ведро лавы. И в идеале сейчас мне нужно было это проделать еще целых 6 раз. Сделав целую кучу термоэлектрических генераторов, я пожертвовал одним подвалом 3 на 3 метра, чтобы превратить его в генераторную, в которой стоит целых 12 термоэлектрических генераторов и суммарно генерирует 180 RFT. А из-за того, что одно время я испытывал небольшие проблемы с булыжником, я решил все-таки сделать коблстоун генератор, пока у нас с вами есть лава. И в принципе из-за того, что есть энергия, я и решил воспользоваться автокликером. В нем же находился мультитул из барона, который буквально инстамайнил весь булыжник. Технологии ушагали настолько вперед, что появились электрические теплицы, в которых ты точно так же, как и на обычной грядке, можешь выращивать различные органические приколы, только намного эффективнее. Но из-за того, что я шагаю не в ногу с технологиями, у меня были некоторые проблемы, так как я еще не умел создавать некоторые компоненты, которые были необходимы в крафте этой штуковины. По крайней мере, для начала мне было необходимо просеять огромное количество песка. Все это делалось только ради того, чтобы получить алюминиевые кусочки, так как в дальнейшем из них получаются алюминиевые чанки, а переплавив их слитки, необходимо будет сразу же сделать кирку, так как когда при помощи нее мы с вами будем колупать стенку, нам с вами будут падать алюминиевые кусочки, то есть благодаря чему нам с вами больше не нужно будет мучить это сито с песком. Слиток алюминия на самом же деле был необходим только для того, чтобы я мог сделать чертеж, при помощи которого у меня появляется возможность создавать лампы, а также циркуиты. Ну и конечно же вся продукция, которая получается в данном саду-калаше, она переходит дальше в пилу, где с одной такой палки мы уже с вами получаем целые 2 планки. Ну а дальше это все расходится уже по своим ящикам. Как говорится, если взялся за автоматизацию, то автоматизируй уже все до конца. Собрав целую кучу непонятных механизмов и освободив еще одну коробку, я начал собирать непонятный мне пазл. В этой комнате объем 27 блоков должно было уместиться 2 кликера, которые добывали бы все основные ресурсы, используя каменную и железную кирку соответственно. Профокашив небольшое количество времени, я убедился, что ресурсы поступают, а значит можно было уже приступать к следующему шагу. Прежде всего я создал, конечно же, еще одну маленькую комнату, ведь сейчас мне было необходимо получить еще больше стали. Для этого необходимо было, конечно же, взорвать кучу железа. Накрутив, навертев новенькие детальки, я был готов к возведению огромной мясорубки, при помощи которой я мог дробить огромное количество предметов, а самое главное, через нее создавался новый тир для моего подвала. Вы просто не представляете, насколько много я потратил на это урана, железа и редстоуна. Если бы я это все добывал вручную, то я бы, наверное, с ума уже сошел. Но, по крайней мере, теперь у нас с вами готова еще одна нормальная компактная машина. А это означает, что в этой комнате стало еще намного больше места. Да, и кстати, из-за больших размеров этой комнаты у меня теперь появилась возможность вырастить обычное дерево, ведь для его роста необходимо минимум 6 свободных блоков в высоту. Тем более из-за получения такого вида древесины нам в скором времени будет с вами доступно создание коксового угля, благодаря которому мы с вами с легкостью можем создавать сталь, да и к тому же это небольшой шаг к созданию первых алмазов. Но голоса в моей голове подсказали, как можно безумно автоматизировать добычу дерева, всего лишь используя 6 автокликеров, немного редстоуна и вакуумный сундук. Как я уже искал ранее, получаемое здесь дерево необходимо только для создания коксового угля. Сделал еще одну небольшую печку, в которой я обрабатывал дерево в уголь, а из-за своей малой эффективности пришлось возвести сразу парочку массивных коксовых печей, в которых уже перерабатывал древесный уголь в коксовый, и помимо этого в качестве побочного продукта получалось крезотовое масло. И в принципе этого должно было хватать на первое время. Но вот кто уже играл с данными печками, знает, что даже улитка ползет быстрее. И виной этому даже был не ТПС, который на секундочку всегда был равен 20, а сама их задумка. В этот момент мой мозг включил все, и ему было необходимо видеть что-то более эффективное, так как он понимал, что дальше нужно будет только больше. Но, к сожалению, вариант был только из обычного угля, а не древесного, поэтому об этом пришлось забыть. Так что, смирившись с этим, я добавил еще 2 печки. И к этому моменту в ящике уже было 600 коксового угля. Сейчас его необходимо было передробить при помощи крашера, который мы с вами делали ранее, и полученную пыль прогнать через соковыжималку, чтобы получить высокоориентированный пиролитический графит. И самое интересное, что когда мы с вами взорвем слитки из этого графита, мы с вами сможем получить кусочки алмазов. Правда, на все это есть свой маленький шанс. В комнате, в которой у меня генерируются ресурсы, к коблстоун-генератору я добавил еще магматический крусибл, которым из одного булыжника получается целое ведро лавы. И в принципе таким простым образом я хоть немного автоматизировал процесс производства лавы. Ну и ты уже, наверное, начал писать комментарии, типа у тебя есть бесконечный источник лавы, так почему ты не сделаешь портал в ад? Так я его сделал, но у них оказался техперерыв. Ну вот, блин, теперь
теперь обсидиан весь этот ломать 3 миллиона лет еще. Возвращаясь к высоким технологиям, в первую очередь из алмазных кусочков я создал проектор. При помощи этих штуковин открывается огромное количество новых крафтов, или более простое создание старых. Но для того, чтобы ими воспользоваться, мне необходимо было создать большую компактную машину. Для изучения новых ядерных технологий я создал обычную фабрику. Ну и как я понял, то работает она по аналогии обычного дробителя. Мне необходимо было дробить древесный уголь в пыль, и эту пыль еще раз перерабатывать для того, чтобы получить графитовую пыль, которая в свою очередь была одним из основных элементов крафта. Эти механизмы потребляли достаточно огромное количество энергии, если ты в них засовывал всякие апгрейды. Поэтому я создал еще один подвал с генерацией. Дальше была собрана новая печка для сплавов. Она же, во-первых, была необходима для получения нового сплава ферробора и в дальнейшем для переделывания его в прочный сплав. Во-первых, при помощи этого сплава создавались улучшенные пластины, новые кейзинги, ну и, соответственно, новые механизмы. Ну и вот прежде чем начать создавать компактную жидкость, необходимо было понимать, что на ее создание потребуется охренеть сколько энергии. Зарывшись в учебник химии и физики, я начал изучать ядерные технологии, собрал все необходимые механизмы и наконец-таки построил реактор распада. И несмотря на то, что реактор сам получился достаточно небольшого размера, генерировал он практически 2000 РФ-тик. Ну и по идее всей этой энергии должно было с лихвой хватить для того, чтобы расплавить нормальные кейсинги и сделать компактную жижу. Дальше всего лишь необходимо было перелить уже в следующий механизм, которыми происходило все это затвердевание. На самом же деле все это мы с вами сделали только ради того, чтобы заценить, какую крутую анимацию сделал автор. Но между всем этим я уже собрал большую компактную машину, которая была уже по размерам 9 на 9 блоков. А это означало только одно: я наконец-то с кайфом мог работать с новыми проекторами. В первую очередь нам здесь необходимо будет с вами создать Ender Pearl. Он же будет создаваться из 26 обсидиана и одного редстоуна. Ну и для того, чтобы запустить весь этот процесс, необходимо просто кинуть редстоун, благодаря чему начинается вот такая крутая и быстрая анимация, по итогу после которой мы с вами получаем наш заветный глазик, при помощи которого дальше я собрал Crucible. Использовав Cobblestone генератор из Nuclear Craft и тот же самый Crucible, который мы с вами только что сделали, поставив его на блок Тория 230, я начал получать таким образом лаву. Вся эта лава сразу же перегонялась в бочку, в которой создавался обсидиан. Пассивная генерация еще никого не губила. По крайней мере, создание тех же самых стенок теперь стало намного куда проще. Всего лишь необходимо нажать две кнопки. А на выходе сразу же получаем целых 16 стен. Пожалуй, ненадолго вернемся к созданию коксового угля. Немного разобравшись в этих ядерных машинах, я пришел к тому, что оказывается из этого графита, который мы с вами получаем, можно делать обычный уголь. Для этого его необходимо помещать в специальный механизм сжатия. И уже в красной печи при помощи апгрейда пиролитической конверсии будет получаться коксовый уголь. Ну а вся схема снимает достаточно небольшое количество блоков, так что плюс еще одна автоматизация. Наступил 88-й день, и мной все-таки было решено встать на некоторое время в АФК, потому что не хватало некоторых ресурсов. Да я просто устал. Но вернувшись с новыми силами в игру, оказалось, что прошло всего лишь 7 дней, так что немногое было потеряно. И пока присутствовало отличное настроение, решил прибраться в своем творческо-рабочем хаосе. Снес коксовые печи, а на их место воткнул большой дробитель. При помощи туннелей получилось использовать дробитель, не заходя в комнату с ним. Аналогичное действие провернул еще с металлическим прессом. Да и собственно сам переехал из этой маленькой комнаты в большую, где все в принципе-то и отсортировано. Изучая новые крафты, я узнал, что для создания нового тира компактной машины потребуется очень много жидких какашек. Да и помимо этого придется собрать еще какой-то инжектор. А я же совсем почему-то перехотел какать, и всего было 7 какашек. Ну либо же я все съел. Для начала я построил небольшую плантацию, в которой я посадил все необходимое. При помощи небольшой сортировки что-то уходило в хранилище, а что-то уходило на распил. А если говорить конкретнее, то на распил уходил кактус и дерево. Для создания измельченной биосмеси необходимо было получать измельченную биомассу, а также опилки. Соответственно, опилки мы получали при распиле палок, а биомассу получали при распиле кактуса. Полученная измельченная биосмесь уходила уже в жидкостный наполнитель, где она наполнялась жидкими какашками. По итогу из нее получались другие уже твердые какашки, и, соответственно, это все здесь циркулировало. Теперь же оставалось собрать только саб-туалет. Возвращаясь к созданию гигантской компактной машины, в наших условиях ей необходимо было всего лишь сделать 6 поломанных больших машин. Но для того, чтобы их поломать, необходимо было воспользоваться тем самым какашечным инжектором. Положив их вовнутрь, начинался весь процесс, который занимал целых 9 секунд. Ну и какашек тратилось на самом деле немалое количество. По-моему, чем сложнее машину мы создаем, тем дольше она крафтится. Но зато к этому времени у меня уже был готов гигантский компактный машина. Такая комната по размерам уже была целых 11 на 11 блоков. Я вот только что понял, что во второй главе нам с вами предлагали сделать бесконечное хранилище, то есть систему. А я вот, грубо говоря, уже третью прошел практически наполовину и до сих пор его почему-то не сделал. Причем это бы так сильно упростило мою жизнь в автоматизацию всех процессов. Рано обрадовался я, ведь потому что в самом начале для того, чтобы сделать один из 3 процессоров, нам с вами потребуется куча алмазных наггетов.
И, во-первых, ради этого была переработана та самая ферма с деревом, по итогу она стала в самой большой комнате, а также еще увеличил количество печек, в которых стоял апгрейд на пиролитическую конверсию. Ну и вот вроде теперь весь этот процесс происходил намного быстрее. Теперь же мне только оставалось сжимать уголь, ну и перерабатывать его при помощи дробителя, а также сквизера. И все это делалось ради этих 20 наггетов. И в принципе данный бездонный сундук практически ничем не отличается от его аналога Applied. Практически все те же самые составляющие, но только здесь полностью отсутствуют ограничения на каналы. То есть я буквально могу подключить всю базу при помощи одного провода. Сидя в ожидании, пока приготовится огромное количество коксового угля для того, чтобы я его смог превратить в алмазы, я потихоньку начал сходить с ума. Все зашло настолько далеко, что я аж решил изучить компьютер-крафт и собрать целого робота. Правда, вся эта сборка занимала целых 2,5 минуты. Но спустя какое-то время, в принципе, я уже собрал сам чарджер, который должен был заряжать робота, и прописал ему некоторую программу, при помощи которой он собирал нужные блоки и собирал стенки компактной машины. И все это работало настолько автоматически, что это было просто невероятно круто. Параллельно со всем этим я обнаружил кое-что интересное, но для этого было необходимо распахать новый мод для нас. Это Integrated Dynamics. В самой гигантской комнате, которая нам сейчас доступна, было необходимо вырастить еще одно очень интересное дерево, которое я только что скрафтил. В целом из этого дерева необходимо было получить только кристаллизированные минераловые чанки и некоторое количество ягодок. Но так как чанки все-таки выпадали с небольшим шансом, поэтому необходимо было также еще сделать механический сквизер. Помимо этого получалась еще и минераловая резина, которую же в свою очередь можно было высушить в механическом бассейне для получения еще одного блока кристаллов. Ну и короче, все это было необходимо только ради вот такого небольшого коннекта между интегралкой и Refine Storage. При помощи более дешевой интегралки я мог законнектить между собой огромное количество сундуков, хранилищ, и потом все это при помощи шины хранения привязать это к Refine Storage. Соответственно, благодаря чему у меня был прямой доступ к этим ресурсам. И напомню, что это все делалось только ради экономии, так как в шине хранения использовалось конструктивное ядро, в краще которого как раз таки использовался тот самый алмазный наггет. А вообще и сама интегралка могла послужить бы хорошим аналогом ME-системы. Ведь при помощи данной штуковины можно было автоматизировать абсолютно все, что угодно, всего лишь используя также один провод и несколько интерфейсов. А самое же главное, что все это делалось полностью из экологичного материала. Благодаря куче автоматизации у меня становилось еще больше ресурсов, а самое главное, увеличивалось количество алмазных наггетов. И при помощи такого легкого трансфера предметов между комнатами можно было поставить на прикрафт все необходимые предметы, которые делались при помощи проекторов. Правда, для этого было написано не одна сотня строк кода для работы моей черепахи. В его коде присутствовала всего лишь одна строка, которая отвечала за его работу. И это все контролировалось при помощи редстоуна, который как раз таки излучался при помощи детектора. Здесь у меня было указано 64 эндерперла, и всегда излучался бы в том случае, когда в ME-сети было бы меньше, чем стак эндерперлов, и робот бы вставал, говоря нам, что мы знаем слишком много. Примерно по такому же принципу был написан новый код и автоматизирована вторая черепашка, которая уже делала компактные стены. Здесь же присутствовала одна небольшая проблема. Для крафта компактных стен нам с вами необходимо был блок железа. А как вы понимаете, его необходимо крафтить. Для автоматизации крафтов через этот НАТО-компьютер необходимо было сделать еще и специальный крафтер. Но вообще в идеале всей этой автоматизации необходимо будет создать огромное количество паттернов и, соответственно, разместить огромное количество крафтеров. А это немного неразумно. И в такой ситуации получается, что необходимо создать вот такой вот большой холодильник. На самом же деле это полный аналог этого крафтера. Только в себя он может вместить огромное количество паттернов, ну и соответственно производить сразу же несколько процессов. Ну и кстати, недавно примерно в таком холодильнике в качестве фиксика я недавно выживал. А вот узнать, чем закончилось мое выживание, вы сможете, посмотрев видео полностью. С приходом такой автоматизации не сказать, что жизнь стала проще, ведь сейчас абсолютно ничего не понимая, нужно было перерыть целую кучу механизмов и разные химические процессы для получения кубика нитрида бора. Ну и вот стена из механизмов была готова. Помимо этого всего, здесь получилось еще огромное количество кислорода, который в дальнейшем мне мог потребоваться для кое-чего интересного. При помощи нитрида бора у меня появилась возможность получить дэш, а это значит, появляется возможность сделать кирку из дэша и добывать платину, иридий, кусочки угля, а самое главное, волокно высокоориентированного пиролитического графита, которое в принципе послужит только ради получения слитков в огромном количестве. Забегая немного вперед, для работы дуговой печи нам с вами потребуется целых 4000 RF-тик, а у нас с вами только 2. И из всего доступного и логичного только, наверное, нам с вами остается увеличить либо количество реакторов, либо же построить капец какой огромный реактор. Но для того, чтобы достичь самого классного и крутого охлаждения в этом реакторе, нам с вами придется еще и добыть некоторые вещества, которые мы ранее с вами не делали. Для того, чтобы собрать мою идеальную схему реактора, мне потребуется целых 190 криотивных кулеров. А это, если что, между прочим, просто 1500 обычных
обычного криотиум пыли, которой у меня, кстати, вообще нет. Именно поэтому для начала я собрал машину, которая будет собирать мне снежки из воды. Сделал книгу, которая из меня будет сосать опыт, а дальше только при помощи жидкого транспозера оставалось наполнить эти самые снежки этим опытом. И все это сделалось только ради того, чтобы получить холодный порошок. И добавив к этому порошку еще некоторые предметы, мы как раз таки получаем криотиумную пыль. И еще раз напомню, которой нам с вами потребуется 1500. Ну и как вы понимаете, создавать это все таким образом, это как-то ну вообще нелогично, да и в принципе опыта у меня столько нет. Так вот именно поэтому возвращаемся к этой стене из механизмов. Как вы помните, здесь у нас с вами получалось огромное количество еще кислорода, как раз таки при помощи которого я могу наполнять тот самый холодный порошок и получать те самые стержни, в принципе при дроблении которых я получаю в 2 раза больше порошка. Ну и так, короче, по кругу. Прежде чем приступить к строительству самого реактора, нужно было придумать профитную схему для размещения всех блоков. В этом мне помог специальный сайт. Указав все необходимые данные, так называемый искусственный интеллект начал просчитывать целую кучу схем. Немного подождав, мне попалась вот такая вот схема, которую вы видите сейчас вся на экранах, которая мне показалась очень идеальной. Этот реактор, как и раньше, я буду запитывать при помощи топлива Leo 235. И в этот раз на выходе мне будет давать не 2000, а 41 тысячу, даже практически 42 тысячи RFT. Остается лишь только нажать на эту кнопку. В принципе, все остальное строение точно такое же, как и раньше. Только теперь энергии генерируется куда больше, ну и, соответственно, топливо тратится намного быстрее. Но для того, чтобы мой реактор работал с полной эффективностью и не тратил энергию впустую, мне пришлось поставить возле него компаратор. При помощи красных туннелей вывести весь сигнал и вот таким вот гейтом это все озадачить. Получается так, что он просто инвертирует весь этот сигнал, и получается, когда он подается сюда красным, то реактор снова начинает работать. А когда реактор достигает своего лимита, он снова выплевывает сюда сигнал. Помимо этого я сделал еще одну клик-комнату, в которой пока что разместил 3 автокликера. И отчасти реактор мне нужен был только ради того, чтобы я смог запустить, получается, дуговую печь. Если вы помните, то при помощи кирки из дэша из стены можно выколупать высокоориентированные пиролитические волокна карбона, как раз таки при помощи которых в дуговой печи можно сделать целых 9 слитков хоп-графита, что на самом деле невероятно круто и очень профитно. Правда, единственная проблема этой дуговой печи то, что здесь есть графитовые электроды, которые тратят со временем свою прочность, и, к сожалению, их никак нельзя автоматизировать. И в принципе все так же, как и раньше, эти слитки нам нужны были только для получения алмазных наггетов, благодаря которым я могу сделать еще больше автоматизаций. Собрал еще одну большую компактную машину, в которой разместил еще одного робота, который на этот раз создает нормальные компактные машины. При помощи простого крафтера и 2 необходимых механизмов автоматизировал создание нормального машинного кусочка. А это значит, можно было сделать автокрафт большой комнаты, автоматизировать ее наполнение какашками, а это получается, что теперь я могу полностью автоматизировать создание гигантской компактной машины. Ну и из нее уже, соответственно, комнату самого максимального размера 13 на 13 блоков. При помощи такой большой комнаты я теперь с легкостью могу создать вот такой вот высокоударопрочный компактор, в котором я, во-первых, смогу создавать алмазные наггеты, ну и, соответственно, из них собрать наконец-таки сам алмаз. Но есть одна небольшая проблема: в его крафте нам с вами потребуется глоустоун, которого у нас с вами до сих пор нету. А для того, чтобы его получить, нам необходимо будет с вами отправиться немного обратно и вернуться к этому реактору деления. Так как глоустоун я могу получить только при помощи нейтронной жидкости, которая как раз таки получается в результате работы этого реактора. Ну и здесь дела обстояли тоже не так легко, как казалось. Для того, чтобы создать ядро данного реактора, мне потребуется достаточно приличное количество сульфата кальция, которого у меня опять же нет. И правда, для этого потребовалось создать еще одну небольшую стенку из механизмов. Все только ради получения этого сульфата кальция. Возводить сие чудо было решено в самом максимальном подвале. В строительстве был один нюанс. Для правильной структуры необходимо было окружить ядро реактора бубликом из электромагнитов, соответственно, в каждый из которых потом необходимо было подать электричество. И только для поддержания работы этого гиганта уходило около 500 000 РФ в секунду. Помимо этого, ему нужно было еще и подавать топливо. Я остановился на жидком литии-7. Ну и, конечно же, данный реактор деления при достижении необходимой ему температуры он спокойно мог взорваться. Поэтому для его охлаждения я использовал активные жидкостные кулеры и наполнял их бесконечным источником воды. Такие штуковины у меня стояли сверху и также снизу вокруг этого всего. И в принципе, пока что реактор нагревался, этого было достаточно. И даже сейчас реактор приносил уже свои плоды. Весь гелий, который получался в результате работы, я просто удалял, потому что он мне не нужен был. А нейтронную жидкость я пока что помещал в портативный танк. Теперь же оставалось собрать только нейтронный ирридатор, уже в который необходимо было подать нейтронную жидкость, а также дестабилизированный редстоун для получения жидкого глоустоуна, который же в свою очередь был необходим для наполнения предметных труб. Примерно аналогичным образом я получил третий при помощи нейтронной жидкости и наполнил им лампы. И к этому времени у меня практически получилось собрать абсолютно все нужные ресурсы, за исключением вот такой вот ультимативной розетки, для крафта которой
которой потребуется огромное количество слизи, которой у меня опять же нет. В дневнике было написано, что слизь можно получить из молока, правда для этого необходимо было вывести корову. В процессе экспериментов с проекторами выяснилось, что также можно синтезировать яйца призыва мобов, и в первую очередь необходимо было вывести курицу для фарма ее яиц. Ведь именно куриное яйцо является катализатором для синтеза коровы. Помимо этого возникла проблема еще и с коричневой шерстью, так как у меня отсутствовал коричневый краситель, либо же какао-бобы. Единственный способ для получения какао-бобов было создание джунглевого саплинга, которое можно было получить путем ковыряния в земле. Но даже здесь были свои проблемы. Шанс дропа такого ростка был очень маленьким, и для этого мне пришлось построить автоматическую ковырялку в земле. И оказывается, что для получения какао-бобов всего лишь достаточно было просеять песок на обычном сите. Но в любом случае тропическое дерево нам с вами потребуется для выращивания этих самых какао-бобов, ведь на любом другом мы их с вами просто не сможем выращивать. Помимо создания коровы из коричневой шерсти, чтобы больше не мучиться в будущем, я решил автоматизировать процесс доения коровы и переливания молока в бочку для дальнейшего ее смешивания с грибами. Все же это делается для получения блока слизи. Закодировал раскрафт блока, и в принципе на этом моменте уже можно было заказывать ультимативную розетку. Сейчас я могу с вами поделиться двумя новостями. Во-первых, я наконец-таки закончил строительство этого огромного компактора, и теперь я без проблем могу создавать алмазы. А из плохих новостей, у меня взорвался реактор, в котором я создавал нейтроний. Все же я очень сильно надеюсь, что у меня больше не пригодится. Для работы всей этой штуковины нам с вами потребуется еще и огромное количество энергии. То есть для того, чтобы запитывать каждый такой супер электромагнит, нам с вами потребуется 1000 РФТ. А таких магнитов у нас целых 56 штук. Ну и как вы понимаете, только на поддержку работы в холостых оборотах данного компактора у нас с вами уходит огромное количество энергии. А мы еще с вами даже ничего не начинали крафтить в нем. Напомню, что при помощи данного механизма из 3 хоп графита мы с вами сможем получать 1 алмазный наггет. А из 9 таких алмазных наггетов будем получать целый алмаз. Делаем простенькую костыльную автоматизацию, между тем самым не забывая расставить различные сервоприколы, а также туннели. Ну и в принципе можно попытаться заказать первые алмазы. Ну и практически сразу же алмазы были готовы. А это означало только одно, что мне наконец-то появилась возможность создать алмазную кирку. А самое же главное, что я смогу добывать бедроковые чанки. Правда, есть одна небольшая проблема, что данная кирка как бы ломается. А значит, через какое-то время необходимо будет сделать новую и также еще и потратить целых 3 алмаза на это все. Если же доверять моим подсчетам, то такой алмазной кирки хватает примерно, на 1,5 алмаза. То есть использовать алмазную кирку ради получения алмазов совсем невыгодно. Следовательно, единственное, что нам остается, это ее чинить каким-то образом. Но решение данной проблемы нашлось само по себе. Как вы помните, у нас с вами есть вот такой вот энергетический зарядник. Однако его можно будет проапгрейдить еще и до станции починки при помощи специального улучшения. И теперь в него остается заливать только жидкую эссенцию и подавать предметы, которые необходимо починить. Ну а вот с опытом есть небольшая проблема, у меня его совсем нет. Для этого пришлось построить еще одну простенькую автоматизацию. За счет некого механизма и лазурита я собирал и удваивал опыт из разбитых бутылочек, а затем опять их наполнял и разбивал. Таким образом, дополнительный опыт накапливался в буфере. Сейчас же моей самой главной задачей было сделать кирку из бедрока, на которой необходимо было сделать 3 целых блока бедрока, а на каждый такой блок необходимо целых 9 чанков. С чанками же на самом деле здесь возникает небольшая проблема, так как они добываются с очень минимальным шансом. Это 0,6%. Поэтому я сделал еще одну комнату, разместил целых 7 автокликеров, в каждом из которых находится алмазная кирка. Поставил энергетический инфьюзер, настроил ретриверы и сервомеханизмы, для того, чтобы кирки не успевали до конца ломаться и поступали на починку. А при помощи ME-системы я сюда подаю также жидкий опыт. Из-за того, что я позаботился о всем и наделал огромную кучу различных автоматизаций, сейчас меня ждало несколько очень интересных часов ничего не делания. Все ради кирки из бедрока. Создав такую кирку, я спокойно теперь мог сломать бедрок и выбраться в открытый мир.